С нами на связи находится наш следующий гость Павел Лакейчук, военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, здравствуйте. Добрый день, утро февраля. Сразу две новости, связанные с Вагнером. Во-первых, то, что ЧВК фактически вот в форме этого Вагнер-центра, который анонсировал Евгений Пригожин, имеет теперь юридически официальный статус в России. Ну и помимо этого уже и в Думе появились заступники Пригожина и заступники ЧВК, наемников. Как вы думаете, к чему могут эти факты привести в дальнейшем будущем? Будет ли усиливаться влияние и ЧВК на фронте, и Пригожина в российской политике, и куда это все заведет Россию? Знаете, я вот слушал ваш анонс о юридическом закреплении статуса вагнеровской, это его частной военной компании. Вспомнил очень старый анекдот про МММ, о том, где Леню Голубкова там в рекламе спрашивают: так ты кто теперь, Леня? Ты шаровик? Он говорит: нет, я теперь акционер. Ну, в общем, вот те трупы тысяч, сотен уголовников, которых Пригожин и его партнеры положили в землю Украины, ну, теперь они акционеры. Поздравляю. Что касается в целом, ну, для России это, я думаю, не самые хорошие новости о том, что частные военные компании становятся такими себе юридическими лицами, книгоиздателями, бизнесменами. Прежде Пригожин и его вагнеровская компания занималась, ни для кого это не секрет, террором населения африканских стран, нелегальной добычей и крышеванием добычи там драгоценных камней, золота, нещадной эксплуатации африканского населения. Ну, теперь, похоже, роль африканского населения вполне может выполнить и население российское. Я, честно говоря, сомневаюсь, когда говорили о том, что одной из целей Пригожина, когда он пытался захватить Солидар, являются его соляные и гипсовые рудники, ну хотя сейчас нечему удивляться. Ну, к слову, о Солидаре уже штаб теробороны, так называемый ДНР, заявил о его захвате. Это уже третье за неделю сообщение о взятии города. Украинские военные закрепились на подступах к Солидару и продолжают оборонять Бахмут. Попыток наступления на линии Кременная-Сватова в Луганской области украинские войска тоже не оставляют. Российское преимущество военной техники к настоящему моменту испарилось настолько, что в зону боевых действий в Луганской области отправили внедорожники миссии ОБСЕ, почти год простоявшие в центре Ростова-на-Дону, после экстренной эвакуации наблюдателей. Как написал российский военкор КОЦ, чего добру пропадать, да и не важно, что добро чужое. Но помимо этого мы знаем и о сообщении британской разведки. Они считают, что украинские войска в основном Солидар оставили, но тем не менее уже организовали новый рубеж обороны и продолжают его удерживать. Они считают, что даже взятие Солидара не позволит российской стороне организовать окружение Бахмута и не настолько ощутимо усилит их позиции. Тем не менее, мы знаем о том, что украинская сторона говорит о продолжении боев за город и наблюдаем за поступающими оттуда новостями. Вот на ваш взгляд, что нам стоит ожидать вокруг Солидара, что будет наблюдаться вокруг Бахмута в ближайшее время? И ну вот сейчас мы видим, в Украине наступило потепление. Как оно будет сказываться на попытках наступления российских войск и наемников? Ну, потепление потеплением. Что касается кражи российскими военными или вагнеровцами, я не знаю, кто там они, внедорожников ОБСЕ, ну, это такой замечательный успех. Следующее только машины Красного Креста. Они тоже еще там есть в запасе. Их вагнеровцы тоже, или российские военные, как сказал Миронов, не будем их разделять, они это могут реализовать. Если серьезно о боевых действиях, надо понимать, что Вагнер отставить.
Солидар — это такой небольшой монопоселок на север от Бахмута. Это предприятие «Артемсоль» и моногородок вокруг него. До войны там было примерно 10 тысяч человек. И, то есть это очень узкий участок фронта, чтобы действия на нем как-то повлияли на общую стратегическую обстановку. То, что противник, скорее всего, захватил Солидар, это, я думаю, так оно и есть. И проблема здесь не столько в разгроме и то, что российские военные стерли с лица земли еще один населенный пункт Украины, а в том, что гораздо более важнее, на запад от Солидара проходят две ракадные дороги, которые соединяют Бахмут с населенными пунктами на севере, и которые использовались нашими войсками, в том числе для логистики гарнизона Бахмута, для его тылового обеспечения. Это не очень хорошо, мягко говоря. Точнее, совсем плохо, потому что даже если русские не вышли на рубеж этих дорог, то они имеют огневой контроль над ним. Тем не менее, боевые действия в районе Солидара продолжаются, и будем смотреть, как там будет продолжаться развиваться события. Гораздо больше сейчас у меня, по крайней мере, вызывает тревоги события на юге от Бахмута, где в районе Клещеевки там такой выступ образовался уже довольно давно у противника, который вклинился так в нашу оборону и был остановлен на следующих рубежах. И там после относительного затишья сейчас, которое становится в районе Солидара, противник туда бросает значительные силы, а там проходит более важная дорога Бахмут-Константиновка. Это та самая, у нас называют ее уже, наверное, с лета, с конца осени, еще с периода боев за Северодонецк, Лисичанск, дорогой жизни. Вот. И было очень опасно, если враг сможет перерезать и эту дорогу. Тогда гарнизон Бахмута и те войска, которые держат там оборону, могут оказаться без линий коммуникации, без тыла, и придется принимать решение продолжать оборону города или отходить на запасные позиции. Там у нас несколько линий обороны. Первая в районе Часового Яра, там следующая Константиновка. В общем, об этом пока даже говорить рано. Но такая опасность существует. Что творится на севере? На севере, кстати, на юге. На юге продолжаются и несколько активизировались усилия противника на многострадальной Авдеевке, и внизу до Угледара тоже там весьма горячо. Можно сказать, что последнюю неделю, последние дни российские оккупанты активизировали действия на всем Донецком участке фронта. На севере наши войска продолжают контрнаступательные действия в районе Кременной, тяжело продавливая оборону противника. Русские пытаются здесь проводить контратакующие действия, и тоже горячо. В общем, по всей линии обороны на востоке нет таких тихих мест, везде весьма жарко. И когда некоторые обозреватели спрашивают о затишье последних недель на фронте, это совсем не соответствует действительности. Тем не менее, очень противоречивые сообщения с российской стороны поступают. Например, говорится о том, что не очень уверены во взятии Солидара и некоторые российские военные. Например, их командование повздорило между собой, назовем это так, а все отразилось на простом пушечном мясе.
И теперь о том, каким может быть наступление российских войск, какой горой трупов оно может сопровождаться, остается только гадать. Давайте посмотрим небольшое видео на эту тему. Всем привет из Солидара. Мы находимся на западной окраине города, железнодорожная станция Соль. Тут пиздец, что творится. Нам всем рассказывают, что и нам рассказывают, что город взят и там. Хохлы лезут, блядь, из всех щелей, блядь. Нигде нету спокойного места, нигде. Все простреливается, блядь, артиллерия, блядь. Бои кошмарнейшие, я хуй его знает, взят этот город, не взят, блядь. Судя по тому, как валят, ни хера, блядь, не взят. Я же еще раз говорю, валят, блядь, отовсюду, блядь. Из-за того, что Пригожин посрался с начальником генерального штаба, нам маленько обрезали поддержку артиллерии. Ее ни хера, блядь, нету. Украинская артиллерия есть, херячит, чтобы быть здоров, блядь. По одиночным целям даже херячит, блядь. А нашей нет, блядь. Ни артиллерии, блядь, ни поддержки бронетехники. Хохлядские танки ездят, блядь, направо и налево, а наших нет, блядь. Тут такой замес, блядь. Нас, сука, кидают в бой, блядь. Мы мясом берем, блядь, сантиметр за сантиметр, блядь. Тут реки крови, блядь, пролиты уже, блядь, нашей русской крови, блядь. Тут того Солидара, блядь, меньше, чем Паш на Новосибирск, блядь. А мы тут уже ебаться сколько времени, блядь, и конца и края этого не видно. Бросают нас, блядь, как скот на убой, блядь. И командир, блядь, и старший насрать на нас. Просто насрать. Мы для них, блядь, расходный материал. Задним числом они нас уже списали, блядь. Вот такие вот тут дела. Ну, крайне эмоциональное выступление российского военного, очень много чего он нам рассказал нового, и, в принципе, это коррелирует с заявлениями Министерства обороны Украины о том, что все-таки бои ведутся. Я объясню зрителям, что Соль — это фактически поселок, который входит административно в состав Солидара, но находится несколько западнее. Павел, как бы вы прокомментировали эту ситуацию и вот эти очень слезные жалобы российского военного? Ну, уголовник или кто там он, вагнеровец, очень сильно жалуется на российскую армию. Ну и тут не без того. Если оценить, ну, так скажем, заявление Пригожина и заявление российского военного руководства на предыдущих в течение недели, то сначала Пригожин говорит, что его бойцы находятся в Солидаре, российское военное руководство опровергает это заявление, говорит, что российские военные взяли город в кольцо, вот, а российских военных в Солидаре нет, то, в принципе, становится понятна диспозиция. В Солидаре находятся, в мешке солидарском находятся пригожинские уголовники, вокруг они со всех сторон окружены российскими десантниками, которые гонят их на кинжальный огонь украинской армии. Такая утилизация частной военной компании, точнее военной составляющей как там, частного акционерного общества Вагнер-центр. «Вагнер». Павел, ну вот мы наблюдаем, что действительно все-таки активизировались российские войска и российские вооруженные формирования, вроде той же ЧВК «Вагнер», и действительно пытаются наступать на многих направлениях, не только на Донбассе. Здесь вот возникает вопрос, может ли украинская армия им что-то противопоставить. Мы знаем о передаче большого количества техники, об этом уже принято в США и среди других западных союзников Украины политическое решение. Речь идет в том числе и о танках. Сможет ли эта помощь сейчас остановить продвижение российских войск? Ну, та помощь, о которой сейчас говорят, она будет поступать только через несколько месяцев, весной, летом, а некоторая и в течение всего следующего года. Сейчас поступает только в основном помощь, которую говорили в предыдущих пакетах договоренности в рамках Рамштайна. Ну, в частности, буквально идут днями. Это чешские танки, это словацкие САУ,
ну, другая техника. В принципе, о ней говорить не буду. Кто очень заинтересован, тот найдет. Эм, Та тяжелая техника, о которой сейчас идут разговоры, она необходима нам для проведения контрнаступательных действий. Но, к сожалению, так быстро не происходит. Это все перспектива, как минимум, весны. И то, что Украина будет весной, и вообще задача вооруженных сил Украины на 2023 год — это освободить свою территорию, не секрет. Что может противопоставить этому Герасимов и его вооруженные силы? Это последняя попытка стратегического наступления на Украину, и они к этому готовятся мобилизованные, готовятся, техника перебрасывается на различные участки, и наш генеральный штаб отслеживает, и Главное управление разведки Министерства обороны, передвижение противника и возможное формирование его группировок сил. Что мы можем противопоставить этому в свою очередь? Для того, чтобы сорвать оперативные планы, необходима активная оборона. Активная оборона, контрнаступательные действия. Поэтому сейчас наша армия параллельно с упорной обороной не допустить прорывов и выхода противника на оперативный простор на юге, на востоке, концентрирует силы и готовит позиции для активных контрнаступательных действий на нескольких направлениях. Как будут развиваться события, кто будет держать инициативу, пока сказать сложно. И я верю в наших военных, верю в мастерство наших генералов и в силу духа наших солдат. Павел, давайте продолжим тему военной помощи Украине от стран Запада. Сообщается о том, что Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине системы ПВО «Патриот». Амстердам таким образом хочет присоединиться к усилиям Вашингтона и Берлина в укреплении украинского военного арсенала для борьбы с российским вторжением. Правительство Нидерландов примет окончательное решение о передаче системы в скором времени. Таким образом, это уже будет третья батарея «Патриотов». Ранее напомним, что такое решение уже приняли США и Германия. Помимо этого, Белый дом дал понять, что о дополнительной американской военной помощи Украине может быть объявлено уже в конце этой недели. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что Штаты дают все необходимое Украине, однако Кирби не ответил, войдут ли в пакет помощи танки. Но и в то же время президент Евросовета призвал предоставить Украине и танки. Давайте послушаем, что он сказал. По словам Шарля Мишеля, уже год, как мы видим, Россия реализует стратегию разрушения и террора. Видим, говорит Шарль Мишель, этот подход и в Бахмуте, и в Солидаре, и в недавнем времени увидели в Днепре. Но украинцы сопротивляются, продолжают борьбу, а мы, Евросоюз, продолжим поддерживать их столько, сколько будет нужно. Мы продолжим военную поддержку благодаря расширению Европейского фонда по поддержанию мира. Сейчас пора действовать. Украине срочно нужно большее вооружение, и лично я выступаю за то, чтобы предоставить Украине танки. Павел, достаточно серьезное заявление звучит сейчас в отношении поддержки Украины. Когда мы начнем ее ощущать на практике? Когда эта техника появится в распоряжении украинских войск и когда отразится на ситуации на поле боя? Поддержку со стороны наших союзников мы ощущаем все время. Не всегда она такова, каковой нам хотелось бы, но, к сожалению, так действует международный механизм. Уже порядка 400 танков за весь период боевых действий было передано нашими союзниками, несколько десятков самолетов. Если говорить о тяжелой артиллерии,
то тоже почти под сотню стволов и ствольной артиллерии, и самоходных артиллерийских установок, буксируемых установок, и «Хаймарсы». Ну, что касается вот и системы ПВО, наконец-то решился вопрос, очередная разрезана красная ленточка, когда Соединенные Штаты Америки согласились в конце концов предоставить нам первую батарею ПВО ЗРК «Патриот». Ну, за американцами сразу потянулись и другие страны. Сейчас почти сразу же за этим тоже еще разрезалась еще одна красная ленточка, которую, может быть, не все заметили. Это решение предоставлять Украине боевые машины пехоты. Там такая провокация была успешная от наших французских партнеров, которые заявили о передаче Украине колесных танков АМХ-10 РТ. РТ — это колесный танк. Ну, фактически cannon. так его и называют, колесный танк, да? Да, колесная пушка. Вот. Это на самом деле это самоходная артиллерийская установка на базе БТР 105-миллиметровая, но французы там в своей армии называют ее танк. И ну вот передача первых слова «танк» в том фоне, когда наши немецкие партнеры очень не хотели передавать танки, ну, просто взорвало информационное пространство. Вот, и немцы очень обиделись, что французы передают танки, первые без согласия с ними. Но тут же подключились британцы, которые, не согласовывая, не вступая в долгие согласования с партнерами, заявили о готовности, о подготовке передачи, уже не о готовности, а о подготовке передачи Украине роты «Челленджеров». «Челленджер-2», он несколько отличный британский танк, он такой нестандартный, как «Леопарды» или «Абрамсы», но тоже весьма очень эффективный, даже по-своему по некоторым характеристикам он лучше. Когда британцы говорят об эскадроне, это вот как раз наша рота, 14 танков по стандарту НАТО. Ну и вслед за этим о готовности передать Украине танки заявили поляки, заявили финны и еще как минимум 2 страны европейских. Вот, фактически, как сказал Анджей Дуда, наша задача сформировать как минимум одну бронетанковую бригаду на базе танков «Леопард». Ну и мне кажется, как немцы не упирались, им придется послезавтра пойти на уступки партнерам по Европейскому Союзу, по НАТО, ну и, кстати, и своей промышленности тоже. Рейнметалл сказал, что в очередной раз заявил о готовности передачи, подготовки и обеспечения для Украины порядка 1,5 десятков танков «Леопард-2». Но для этого необходимо решение немецкого правительства. Послезавтра мы ждем встречи в Рамштайне очередной министров обороны стран-партнеров, и я думаю, на ней будут оглашены весьма хорошие новости для нас. Будем ожидать. И, Павел, напоследок о трагедии в Броварах. Я напомню зрителям, там разбился вертолет, на борту которого находились сотрудники Министерства внутренних дел, в том числе руководители. Погиб министр Денис Монастырский и еще 2 высокопоставленных чиновника, это его заместитель и уполномоченный, которые находились на борту. При этом представитель Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что они летели в одну из горячих точек, по данным, которые приводятся на сегодня, в Харьковской области. Мы знаем о том, что погибло 17 человек, есть погибшие дети, поскольку вертолет упал рядом с детским садом, и, к сожалению, там тоже не обошлось без погибших. На ваш взгляд, что это был за инцидент, что может скрываться за ним? То есть есть ли у этого
Как мы знаем, вот СБУ расследует 3 версии крушения. Одна из них – это умышленная диверсия. Может ли это быть диверсия? На что она может повлиять для Украины в будущем? Ну, поймите, у нас в стране война, и работает ПВО противника, поэтому все самолеты, вертолеты, которые идут на боевые вылеты, они идут на сверхнизких высотах. Это 50-100 метров, 150 метров от земли. И это другого выхода военных нет, потому что это высота, на которой засекают радиолокация противника, высота, на которой начинает работать ПВО и авиация противника. И когда видишь над собой Ми-8, Ми-24, которые летят в сторону фронта, или Су-24 тоже бывает. Вот. И на такой высоте это немножко страшно, но при этом берет, дух захватывает от того, что мы защищены. Вот они, наши защитники. Мгм. Они сейчас летят наносить урон противнику, пусть ему будет страшнее. И полеты на сверхнизких высотах требуют крайнего мастерства наших летчиков. И любая поломка в полете на такой высоте — это моментальная трагедия. Поэтому ничего удивительного в том, что вертолет мог потерпеть крушение на такой низкой высоте. Что касается руководства Министерства внутренних дел, я, конечно, не знаю, с какой целью они летели и куда летели. Надеюсь, что полет был оправдан. Цель полета была оправдана. И, конечно, вместе со всеми украинцами высказываю свое сочувствие и соболезнования погибшим в катастрофе родителям детей и родственникам всех погибших. В Что ж, причинах катастрофы окончательно будет разбираться комиссия. Я надеюсь, нам всем сообщат, что это будет. спасибо, Павел. Будем вместе ждать каких-то промежуточных итогов расследования. Напомню зрителям, что с нами был Павел Лакищук, военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21».